слышащего, способного ходить и говорить Иисуса, стоящего поблизости, вызывающего: «Эй, эй, вы!» Доброе утро. Христос воскрес. Мы знаем, что Пасха – это день праздник, день радости, и мы тоже знаем, что это классно петь песни, поклонять Богу. Но мы тоже знаем, что есть другие варианты, которыми мы можем показать Богу, что мы благодарны и что мы Его любим. Поэтому сегодня я приготовила бумагу там. И пока мы поем, если вы хотите, можем туда пойти и читать там стих, и что-то красить или рисовать, что значит этот стих для вас. И тоже на стену есть другая бумага с формой креста, и есть там у Катрин есть маленький post-it notes. Можно там написать один или два слова, почему вы благодарны, что Бог воскрес для вас. Только одно или два слова, и можем потом, как наклеить на бумагу и потом почитать, почему мы там. И что-то есть маленький для детей тоже, если они хотят что-то сделать. Хорошо? Давай.
Спасибо, Вича. Вот. Ну, получается, Христос воскрес. И поэтому мы сегодня собрались здесь, чтобы кушать хорошо, и чтобы как раз заканчивать наш хлеб. Потому что пятницу мы заканчивались, да? Нет. Получается, пятница, потом какие-то перерывы был, суббота, ничего не было. И как раз сегодня будем заканчивать. Jordan, if you can turn on this display, please. Thank you. So, the good news is I've just got 2 sheets of paper today. Хорошая новость в том, что сегодня у меня всего 2 листочка бумаги, And I normally have 4. а обычно 4. So it's I can be over twice as quickly. Поэтому будет сегодня в 2 раза быстрее. Is that good news? Это хорошая новость? Здесь правильный ответ нет, к сожалению. Вот. So who was on the Hill of Glory this morning? Кто был на холме славы сегодня утром? Okay, who was there for the first time for Easter? А кто был там в первый раз на Пасху? Сейчас первый раз или первый раз когда-то? Вообще, как раз перед Пасхой, кто был первый раз? Алина, да? Хорошо, хорошо. Какое впечатление было? Солнца не было, да? Ну, что такое? Бог! Вот. Okay. Did you do something over here yet? Вы же что-то там нарисовали? Приклеили? Okay, well, if you get bored, during these 2 sheets of paper, go over there and do something. Если вам станет скучно, пока я буду читать эти 2 листочка бумаги, идите и рисуйте там что-нибудь. So the thing is about preparing a talk for Sunday, for Easter Sunday, is like cooking pilmeni. Приготовление темы на пасхальное воскресенье – это все равно, что варить пельмени. This isn't working, Jordan. It's like cooking pilmeni. Это все равно, что готовить пельмени. It's like cooking pilmeni. Oh! What? It's very hard to do it wrong. Очень сложно подготовить ее неправильно. So if you're cooking bread or cakes or biscuits or anything, it's very easy to make mistakes. Если вы готовите хлеб, печенье или что бы то ни было, очень легко допустить ошибку. And it can be a disaster when you're cooking. И потом, в конце концов, получится катастрофа из вашего приготовления. I think pilmeni are pilmeni. Но пельмени есть пельмени. And you have to be a real disaster if you can't cook pilmeni. И надо быть просто ходячей катастрофой, чтобы не смочь приготовить пельмени. Is there anyone that can own up to being a complete disaster? Кто-то может себя признать таким ходячей Who катастрофой? cannot cook pilmeni? Кто не может сварить пельмени? Who's never tried to cook pilmeni? А кто никогда не пробовал варить Masha, пельмени? this See, I guarantee that people like Fred and Tim and Jordan, I'm sure they eat pilmeni quite regularly. Я думаю, что такие люди, как Фред, Тим, Джордан, они едят пельмени регулярно. Because it's very easy to do. Потому что их очень легко готовить. Now don't worry if you can't cook pilmeni or if you haven't tried. Не переживайте, если вы никогда не готовили пельмени или у вас это не получается. Because we remind ourselves on Friday, God is more concerned about the motives rather than what actually we do. Потому что в пятницу мы напомнили себе, что Бог больше заинтересован в наших мотивах, а не в том, что мы делаем. Jesus was condemned not for the action of clearing the temple, but because of the authority he claimed through which he did it. Иисус был осужден не за то, что он очистил храм, но за то, какой властью он утверждал, он это сделал. So if you fail at cooking pilmeni, God still loves you. Поэтому, если у вас не получается варить пельмени, Бог все так же вас любит. And just make sure you fail at cooking pilmeni with the right motives. Просто убедитесь в том, что у вас не получается варить пельмени по правильным мотивам. And that's all I wanted to say to you today. И это все, что я хотел бы вам сегодня сказать. That's my first 2 paragraphs done. Это мои первые 2 абзаца. So Easter Sunday's got a very simple message. У
Пасхальное воскресенье очень простое послание, And it's based on a simple story, and it's very difficult to say anything wrong. которое основано на простой истории, и очень сложно сказать что-то неправильно. Paul writes in the book of 1 Corinthians 15:14, if Christ had not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Павел в 1 Коринфянам пишет: «И если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». The significance of the Christian faith depends on whether or not Jesus came back to life or not. Значимость христианской веры заключается в том факте, воскрес Христос или нет. Or does it? Так ли это? Is that enough? Just that he came back to life. Достаточно ли просто того, что он вернулся к жизни? Now let's assume just for a second that he did not come back to life. Допустим, всего лишь на секундочку, что он не вернулся к жизни. The Bible and Jesus' teachings would have been still very interesting, Библия и Христово учение все так же были бы интересными, and we could still get a lot out of this about how to treat others, и мы все так же многому могли научиться о том, как относиться к другим людям, about how to love other people, как любить других людей, about how to love children, как любить детей, and some good instructions about how to survive in this broken world full of broken people. Это была бы хорошая инструкция, как жить в разбитом мире, в котором полно разбитых людей. But if Jesus didn't come back to life, Jesus would be just like any other failed religious leader. Если бы Иисус Христос не вернулся к жизни, он был бы таким же провалившимся религиозным лидером, Who, despite his failure, would remain great, которые, несмотря на свой провал, все равно считались бы великими, kind of like Gandhi or Buddha, таким, как, например, Ганди или Будда, kind of like Muhammad or even Moses. может быть, как Мухаммед или даже Моисей. But he would remain human, and his human message would count as much or as little to us humans Но он бы все равно был человеком, и его человеческое послание значило бы для нас больше или меньше. His human message would count as much or as little to us humans as that of, for example, Taras Shevchenko or even Lesa Ukrainka. И его послание к нам как человека считалось бы более или меньше, как, например, слова Тараса Шевченко или Леси Украинки. Viktor Yushchenko or Viktor Yanukovych. Виктора Ющенко или Виктора Януковича. Philip Kirkorov or even Dima Bilan. Или даже вот Дима Билан. You either love them or you hate them. Вы либо любите их, либо ненавидите. They have good things to say, and that's great. Можно сказать много хорошего, и это чудесно. And they're great people. И они хорошие люди. And we love them. Любим их. And they all died or they will die. И они все умерли, либо умрут. See, to put it another way, if Jesus had stayed dead, we would be alone in this world. Сказав это другими словами, что если бы Иисус остался мертвым, мы были бы одиноки в этом мире. Only if Jesus is risen from the dead, Только если Иисус Христос воскрес из мертвых. and incidentally, that is what we believe, and that's why we're here, so we should probably stop talking about if. И это то, во что мы верим, это причина, по которой мы собраны здесь, значит, нам не нужно говорить слово «если». That suddenly brings something new and almost cosmic and very divine into our lives. И это привносит что-то новое, что-то огромное, что-то божественное в нашу жизнь. So the difference here is between was and is. И вопрос тут в разнице между «был» и «есть». And very certainly will be. И очень точно будет. For example, Например, Taras Shevchenko, he was and he is not is. Например, Тарас Шевченко был, но он не есть. And he won't be. И его не будет. Viktor Yushchenko was Виктор Is. Ющенко был, есть, and he won't be. но его не будет. And it turns out Jesus was, is, and will be. И оказывается, что Иисус был, есть и будет. This is like an English lesson, isn't it?
Похоже на урок английского языка, да? Discussing different tenses, the past, the present, the future. Обсуждаем разные времена, прошлое, настоящее и будущее. Because to English people, there's only 3 tenses in English. Потому что для англичан всего есть 3 времени. And to Ukrainians, there are how many? А в украинском языке сколько времен? No. In the English language to Ukrainians. А в английском языке для украинцев сколько времен? 12, 16. 3. It's the past, the present, the future. Let's keep it simple. 3. Прошлое, настоящее и будущее. Будем о простом говорить. So, what Paul was trying to say in Corinthians was that if Jesus, and this is great in English, it sounds great in English, it sounds awful in Ukrainian, okay? Listen in English. И он говорит, сейчас будет фраза, которая на английском языке звучит хорошо и ужасно на украинском, поэтому слушайте английский. See, what Paul was trying to say in the book of Corinthians, if Jesus was only was, then he is not and is, and we're wasting our time. Что Пол пытается сказать в Коринфянам, это то, что если Иисус был всего лишь был, значит, он не может как бы существовать в настоящем времени, и значит, мы просто теряем время попусту. Похоже, да? Да? Еще раз, да? Paul was trying to say, if Jesus was only was, then he is not and is. Еще раз, да? Что Павел пытается сказать в Коринфянам, это то, что если Иисус был всего лишь тем, кем был, тогда он не есть тем, кем он есть. Понятно? And then we'll be wasting our time. И мы бы попусту тратили время. No, we would have got up very early today for no reason at all. И мы бы сегодня встали рано утром безо всякой причины. Let's read very briefly the events that happened from Matthew chapter 28. Вкратце прочитаем события из Матфея 28 глава. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. А ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватили за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Now and this may come as a surprise to you, И сейчас я скажу что-то, что может вас удивить, конечно. I'm not a woman. Я не женщина. And I have only respect for these women in this story for the courage and the faith that they had. И у меня есть уважение к этим женщинам в истории за ту смелость, которая у них была. And I feel sometimes quite ashamed to be a man. И иногда мне даже стыдно, что я мужчина. I feel a little bit of sympathy for the men in this story. И я немножко сочувствую мужчинам в этой истории. But did you notice? Did you notice what it said about the men? Вы заметили, что здесь сказано о мужчинах? Should we read it again? Еще раз прочтем. Okay, let's read it again. Read it again. Всю историю. Да. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был как молния, одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал.
Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, сей Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. И они, приступив, ухватили за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Did you notice the key role the men have in this story? Вы заметили ту ключевую роль, которая у мужчин в этой истории? Да? Нет. The men have no role in this story at all. У мужчин совершенно нет никакой роли в этой истории. Where were the men? Где они были? Asleep, Спали, eating breakfast, завтракали, at home. дома. But they weren't in this story yet. Но их в этой истории еще не было. And I'm ashamed sometimes to be a man. И мне иногда стыдно, что я вот мужчина. Because it's the women that made this amazing discovery that Jesus came back to life. Потому что именно женщины совершили это огромное открытие, что Христос воскрес из мертвых. Now, the longer I think about the disciples, in fact, the longer you read the book of Mark, and Mark has got something against the disciples. The longer I think about the disciples, and the more I read the book of Mark, I understand that Mark has got something against the disciples. Чем больше я думаю об учениках, чем больше я читаю книгу Марка, мне кажется, что у Марка что-то было против учеников. And I don't want to say that the disciples were stupid. И я не хочу сказать, что ученики были глупыми, But Mark gives that impression. но согласно Марку создается такое впечатление. Think back to Mark chapter 9. Обратимся к Марка, 9 глава. You all know that at that point is the point of the story where there's this transfiguration. Вы все помните, что в этой главе указывается история о преображении. Jesus goes up the mountain with his special disciples, and there's this amazing sort of kind of Иисус идет на гору со своими несколькими учениками, и на горе происходит. And then as they're coming down the mountain after this, Jesus gives them orders. It says this. После того, как все заканчивается, они спускаются с горы, и Иисус дает им указания. И вот что Он говорит. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. What could that possibly mean? Что же это бы могло значить? Rising from the dead. Воскреснуть из мертвых. I just don't get it. Do you get it? Я не понимаю, ты понимаешь? They didn't get it. Они не понимали. Back then they didn't get it. After it happened they didn't get it. Они тогда не понимали, после того, как это произошло, они все так же не понимали. They couldn't understand this phrase, rising from the dead. Они не понимали эту фразу «воскреснуть из мертвых». We do have some people here that understand English. Yes? У нас есть люди, которые понимают английский язык Yes? среди нас. Because this next bit, it doesn't translate at all. Потому что следующая часть, она плохо переводится на русский. Imagine being a disciple, yeah? Raising from the dead. Представьте, что вы ученик, и вот воскреснуть из мертвых, или на английском подняться из мертвых. Maybe it meant when he dies, his body is going to like sort of raise up, sort of float. Может быть, это значило, что когда он умер, его тело должно вот так вот бы подняться, чуть взлететь, может. Maybe it meant that they should start burying people a bit higher up because the bodies are going to be higher up when people are dead. Может быть, это значило, что им людей надо было хоронить чуть-чуть повыше, потому что когда они умирали, тело как бы поднималось бы. Maybe it's like bread because bread rises when you cook it. А может быть, была метафора похожа с хлебом, потому что когда готовишь хлеб, он поднимается. So maybe the body was going to like expand and sort of puff up like bread. И может быть, и тело бы, как хлеб, оно тоже поднималось бы, становилось больше. They didn't get it, the disciples. They didn't know. What does raising from the dead mean?
Они не понимали, что значит подняться из мертвых. And they didn't understand before, they didn't understand afterwards. Они до этого не понимали, и после того, как произошло, не понимали. But if we think about this logically, even a dead person coming back to life is not such a big deal. Но если мы логично об этом всем подумаем, и мы придем к выводу, что даже то, что человек возвращается к жизни, это уже не такая, и ничего тут такого нет особенного. Do you know, doctors are very clever these days. Вы знаете, что доктора в наши времена очень умные. Did you hear about this story that happened last month? Слышали ли вы эту историю, которая произошла в прошлом месяце? There's a footballer. He was playing football in England and he collapsed. Футболист во время футбола, он потерял сознание. More or less of that. So he collapsed. Он потерял сознание, And the doctor said, and the titles are here, he was dead for 78 minutes. и доктора сказали, и вот здесь заголовок есть, что он был мертв 78 минут. I mean, he didn't just collapse. Он не просто потерял сознание. He died, and 78 minutes later, doctors got him up again. Он умер, и через 78 минут доктора снова его вернули. And he's now talking, and his life is getting back to normal. И он уже говорит, и его жизнь возвращается к нормальному режиму. Why are we not celebrating his resurrection? Почему мы не празднуем его воскресение? Why are we not worshipping him? Почему ему не поклоняемся? Why don't we make a national holiday out of the fact that a footballer was resurrected? Почему бы не провести национальный праздник о том, что воскрес футболист? And then you think about from the Bible, there's other examples like Jairus' daughter and also Lazarus. They came back to life after they died. Если посмотреть на Библию, у нас есть пример дочери Иаира, пример Лазаря, которые тоже воскресли из мертвых. So clearly, it's not enough just that Jesus came back to life. Поэтому просто того факта, что Иисус вернулся к жизни, недостаточно. It could happen to you. Это может произойти и с вами. You could die. Вы можете умереть. And then I'm called a scholar. Well, I still die probably. But it could happen to anyone. Это может произойти с каждым. So what's the difference? В чем же разница? See, the footballer, they still will die. Видите ли, футболист все в итоге умрет. And all those people, raised back to life, they have already died. И те люди, воскрешенные, уже также умерли. And the difference is that Jesus, he never died again. И разница в том, что Иисус больше не умирал. And the New Testament shows this as a very different form of resurrection. И в Новом Завете это указывается как новая форма воскресения. And it's a new form of life that is not subject to death. Это новая форма жизни, которая не подлежит смерти. And it's the resurrection that opens up a new dimension to life. И это воскресение открывает новый уровень жизни. The Pope, he wrote this book, and he describes this as an evolutionary leap. Папа Римский написал в этом книгу, и он называет это эволюционный прыжок. Don't misunderstand this. Давайте не будем это понимать неправильно. Evolution is not a bad thing. Эволюция — это не что-то плохое. It's not just about the natural transformation and advancement of human development. Это не просто природное развитие и человеческий прогресс. I'm not saying that the world was created through evolution. Я сейчас не говорю, что мир был создан посредством эволюции. But divine evolution is something special about the mystery of God. Но божественная эволюция — это что-то особенное, это тайна Бога. And it's part of his character, his gentleness, his mercy, and his ability to create and evolve. Это его, часть его характера, часть его благости, часть его милости, способности развиваться. And there are so many mysteries in this earth, and this is just one of the little mysteries. На этой земле очень много тайн, это всего лишь одна из них. Jesus has entered into a brand new life. That's a life with God, and a life in God, and a life as God. Иисус начал новую жизнь с Богом, новую жизнь как Бог, и новую... In, as.
And he revealed himself through his resurrected physical body to the courageous women in his life. И он явил себя в своем физическом теле мужественным женщинам. To the cowardly and scared disciples in his life. Также боязливым, перепуганным ученикам своей жизни. And he reveals himself to us today through his resurrected physical body. И он являет себя нам сегодня в своем теле. Think back to the lady who put this perfume on Jesus' head in Bethany. Давайте вспомним ту женщину, которая помазала Иисуса в Вифании. She did not need to see the body. Ей не нужно было видеть тело. She did not need to see the death process. Ей не нужно было видеть процесс смерти. She just heard the prophecies, and that was enough. And her faith and her actions, because faith without actions is dead, reflected that. И она слышала пророчество, и ее вера, ее поступки, потому что вера без дел мертва, заслужили ей благодать, отразили это. And today we have the benefit of thousands of years of hindsight. We've got the Bible, we've got commentaries, we've got experts, we've got preachers, we've got Google to understand it all. И сегодня, 1000 лет спустя, у нас есть Библия, у нас есть множество комментариев, у нас есть множество экспертов, Google, которые помогают нам это понять. And still today, so many unbelievers, they're wishing each other, Christ is risen, even though their lives are rotten to the core. И все-таки сегодня много неверующих людей обращаются друг к другу со словами «Христос воскрес», но их жизни гнилые до самого основания. I mean, it could be they're just very, very good people doing very, very good things. It's just their motives are not holy. Они могут быть очень-очень хорошими людьми, которые делают хорошие дела, но просто их мотивы неправильные, So to conclude, не святы. И в заключение. I'm sure we all have parts of these main characters from the story in our lives. Я уверен, что в жизни каждого из нас есть частички от многих главных персонажей в этой истории. We have some faith, as the women did. У нас есть вера, как была у женщин. They were afraid and yet filled with joy, as Matthew writes. Они боялись, но они были наполнены радостью, как написано в Матфея. Today we have a special joy inside of us that makes us want to get up really early today. Сегодня внутри каждого из нас есть особенная радость, которая помогла нам встать очень рано утром. We want to see the sunrise. It didn't. Мы хотели увидеть рассвет, который не увидели. We want Солнце, в смысле. to eat breakfast together, which we did. Мы хотели покушать завтрак вместе, и мы это сделали. If we offered the same thing tomorrow, at 5:30, Hill of Glory, breakfast here, who would come? Если мы предложим на завтра то же самое, в 5:30 на холме славы, потом здесь завтрак, кто будет здесь? There's something special about today. Есть что-то особенное в сегодняшнем дне. The women, they worshipped Jesus when they saw him. Женщины, увидев Христа, поклонились Ему. And I get the feeling they're worshipping him silently and humbly long before he died. И у меня было такое предчувствие, что они поклонялись Ему в тишине и в смирении задолго до того, как Он умер. But if we're honest, we also have fears and are scared like the disciples. Но если мы будем честными с самим собой, у нас также есть страхи, как были у учеников. And even doubts like Thomas had. И даже сомнения, как были у Фомы. And we are, after all, only human. И в конце концов мы всего лишь люди. And this world is broken. И этот мир испорчен. And our repentance will lead to forgiveness. И наше раскаяние приведет к прощению. And our decision to make a dramatic directional change in our lives, no matter what the consequences are, could be dangerous and refreshing at the same time. И наше решение совершить кардинальное изменение направления, несмотря на то, какие будут последствия, может быть опасным, но и обновляющим. But for one moment, for one day today, let's not think about ourselves. Но на мгновение, на сегодняшний день, давайте не будем думать о себе. Let's think about Jesus. Давайте думать об Иисусе. Let's think about Jesus' light that was led in into the Holy of Holies when the temple curtain was split in two. Давайте думать о свете Иисуса, который проник через ту завесу, которая разодралась в храме. The light of the world, the eternal flame that will never be quenched again. Свет мира, вечный огонь, который никогда не будет затушен. After Jesus' pain and physical suffering, now he is free, После боли и страданий Иисуса теперь Он свободен. ready to see his Father again, Он готов увидеть своего Отца снова. ready to go home.
готов отправиться домой. ready to take us home. И Он готов забрать нас с собой домой. Are you ready? А вы готовы? Because Christ is risen, Потому что Христос воскрес. and I like that. И мне это нравится. Вибрав хрест і сам поніс ярмо життя,
Стою вот здесь, я в присутствии Иисуса Спасителя. Понять я все же пытаюсь, как Ты полюбил меня. Как велика, как глубока буду петь о ней всегда. Как велика, как глубока для меня любовь Христа. Он взял мне и все море, присвоил Он все себе. Понес бремя то по Голгофу, страдал и умер один. Как велика, как глубока буду петь о ней всегда. Как велика, как глубока для меня любовь Христа. Я жду, когда я увижу лицо, что так люблю. И тогда буду петь я вечности о чудесной Твоей любви. Как велика, как глубока буду петь о ней всегда. Как велика, как глубока для меня любовь Христа. Как велика, как глубока буду петь о ней всегда. Как велика, как глубока для меня любовь Христа. Господь Иисус, мы по-настоящему понимаем, насколько велика и глубока и широка Твоя любовь, Твоя благодать, Твоя милость к нам. Господь, Ты воскрес, и это меняет все. Господь, Ты положил свою жизнь за нас. И мы навеки благодарны Тебе, Господь. Иисус, помоги нам сегодня и всю нашу жизнь, и каждый наш день жить, зная, что Христос воскрес, что мой Спаситель жив. Как велика и глубока Твоя любовь, Господь. И пусть это не будут слова просто для нас, пусть не будет понимания мыслей, Господь. Пусть это меняет нашу жизнь, кардинально меняет нашу жизнь. Пусть направляет наши действия, наши чувства, наши мысли. Пусть это одна истина
ведет нас всю нашу жизнь, Господь. Мы благословляем Тебя, Господь. Мы восхваляем Тебя, Господь. Наш Спаситель жив. Наш Спаситель жив. Аллилуйя, наш Спаситель жив.